Итак, здравствуйте, дорогие космодесантники. Сегодня я продолжу цикл видосов про Team Fortress 2, и первым видео будет гайд на скаута. Извиняюсь, но время приступать. Что ж, все, что вам нужно знать о скауте, это то, что он быстрый, хилый, больно бьет, как и в моральном, так и в физическом плане. Данный класс обладает недюжинным интеллектом, немного больше соленого огурца. Как основное оружие использует ТОС-34, во втором же слоту у него безымянный пистолет. В рукопашном бою наш герой довольно слаб, борщи варить не умеет, поэтому использует металлическую биту, которую еле держит одной рукой. Обладает наш хиленький мальчик 125 единицами жизней, бегает со скоростью 133% от скорости Усейна Болта. Но вот если же вы экипируете хитрый и безнравственный обрез малыша, который заряжет болью и страданиями врагов на максимум, скорость его будет 173% от скорости Усейна Болта. Но не стоит забывать, что Джереми, а так зовут нашего городского, умеет отпрыгивать от молекул воздуха, что создает иллюзию двойного прыжка. На данный момент скаут имеет 5 единиц оружия в первый слот, 9 во второй и 3 из которых рескины. Не умею считать больше 10, но арсенал ближнего боя у этого дрища довольно большой, рескины тоже имеются. Важно помнить, что скаут является не полноценным членом команды, а скорее кормом для вражеской. Цель его в игре, как и в принципе всех пик-классов, устранение особо значимых лиц в команде противника. Говорят, что именно он убил Рональда Рейгана. Данный переросток имеет свойство захватать точки, двигать вагонетки, а также таскать данные с двойной силой. Скорее всего, ему помогает его дух, а значит, он обладает большой силой воли. Также выделить самые используемые образцы оружия на полях битв стоит мне. Force Nature, или же неумолимая сила. Если кратко, мощная волына, способная отправить многих на орбиту. Урон вблизи у нее больше стандартного обреза, но, к несчастью, в обойме всего 2 выстрела. Поговаривают, именно так запускали Гагарина в космос в бородатые времена. Бонг – атомный залп. Бутылка с вредным напитком, которая делает скаута неуязвимым на некоторое время, но по истечению неуязвимости скаут испытывает большие проблемы с отдышкой. Сам я играю за скаута нечасто, так как не вижу в нем ничего веселого, но если вам нравится рушить веселье других, скаут идеальный класс для вас. Итак, безусловно, лучшей тактикой на скаута является наматывание кругов вокруг врага и параллельно обстреливание его из одного из вышеупомянутых образцов оружия. Такая тактика будет работать, если у противника меньше 10 тысяч часов. Или же, если у него есть небольшие проблемы с распознаванием цветов. Так он не увидит, к какой команде вы принадлежите. Ваша первая и после убийства последняя цель – медик. После его убийства вам лучше уносить ноги с места преступления, так как вражеская команда впадет в ярость за то, что вы забрали у них работника частной поликлиники. Также можно выпить безалкогольный напиток, чтобы отвлечь турели, пока другой скаут из вашей команды забирает документы и фото с летнего отпуска вражеской команды. Сам я проворачивал такое не раз с моим другом. Но все же, безусловно, лучшей тактикой на скаута я считаю хлестание противников рыбой. Такого они точно не ожидают и впоследствии будут вонять, как и в прямом смысле, так и в чат. В рядах наемников команды скаута ходят слухи, что его отцом является шпион. Возможно, потому что тот любил шпионить за его мамой, но это не подтверждено. Итак, сейчас надо бы подсуммировать знания, которые вы получили в процессе этого видео. Скаут непременно является довольно бесполезным и вариативным классом в данной командной игре. Брать его стоит только на свой страх и риск, если на это есть большая нужда. Но не стоит забывать о том, что скаут все же может быть полезен команде в роли саппорта, которыми являются медик, шпион и снайпер. Но это он может делать косвенно, обливая врагов непонятной белой субстанцией из своей бутылочки. Тем самым он дает здоровье своим тиммейтам, когда они бьют врага. Напоследок скажу, что скаут очень противный класс как и для вражеской, так и для своей команды. Все же я не люблю его. В гайдовый раздел я хотел бы добавить противостояние скаута
Или же молодого рэперка, который умеет считать больше 20, но меньше 30. Добавить хотел я противостояние его другим классам, например, как скаут. Скауту скаут может противостоять только если тот умеет нажимать кнопки А и Д в нужной последовательностью, со скоростью, непостижимой даже лучшим киберспортсменам мира. Говорят, что Зевс завидует таким скаутам. Противостоять солдату Эминем может только если будет прыгать вокруг него, залезет ему на голову и начнет бить его битой со всей силы. Не вычтено то, что у солдата каска может быть не совсем сломанной, и тот огреет скаута лопатой, что приведет к летальному исходу. Пайро. Пайро скаут может противостоять только если у него будет молоко. В других же случаях скаут будет умирать. Молоком скаут может потушить себя и дать себе еще один шанс настукать по голове Пайро. Но также не стоит забывать про обрез, о котором я говорил. 24 крайне полезный в ближнем бою. Ну что ж, дерзайте. Против Тавиша Финнегана де Грута скаут может сделать практически ничего. Тавиша же можно победить очень легко, просто мансовать вокруг него свои гранаты, и он не сможет в вас попасть, если у него больше или меньше 1000 часов. Ситуация с толстопузым, но не толстолобым Хэви намного сложнее. Вокруг него надо порхать как бабочка, прыгать во все стороны, и только тогда он сможет запутаться. У игрока, который играет за Хэви, закружится голова. Он упадет со стула, и тогда вы сможете добить АФК Хэви. Инженер же не является врагом для скаута. Но вот медик является сладкой целью для скаута. Медик не может противостоять скауту, так как тот довольно хилый по урону, а вот скаут по урону большой и сильный. Он может съесть медика буквально за пару выстрелов. Если вы противостоите снайперу, у которого больше 10 часов в игре, вы скорее всего проиграете, так как, думаю, снайперы умеют стрелять по головам. Но вот если вы сможете подорваться к нему вблизь, вы сможете выстрелить в него с 2 раза своего обреза ТОС-34. Своему мифическому же отцу, шпиону, скаут противостоит очень легко. Шпионам крайне сложно одолеть скаута, если же скауты не возьмут в руки оружие. Это была последняя ошибка тех глупцов, над которыми я сейчас глумлюсь. Следующим на очереди поезда гайдов будет солдат, суровый вояка, который потерял свою память, которой у него скорее даже не было. Не знающий, как его зовут, не умеющий считать больше 3, солдат. Солдат, который является очень нужным в команде. Но об этом поговорим в следующем видео. До свидания. Мне надо идти на завод по изготовлению помповых батарей.